Как называется болезнь, когда человек слишком много говорит в камеру? Но я знаю, что это влогерство. Ребята, угадайте, кто наконец-то устроился на работу? Ну, наверное, было бы странно, если бы говорил о ком-то другом, да? Я наконец-то за полгода все-таки решил найти себе какой-то подработок. Ничего особенного, официант в хорошем месте, в центре Лондона. Ну ничего, минимальная ставка в Лондоне, точнее в Англии, это 7,5 фунтов. Я не знаю, сколько это в долларах, как, наверное, 10 долларов в час. Вот, а все, что остальное, вон там какие-то улицы тоже классно, как красиво, да? Но официанты, естественно, зарабатывают на чаевых, то есть плюс еще ставка идет. Поэтому неплохо, и студенты налоги не платят. Вот так, вот такие вот мои студенческие будни. Завтра я иду на встречу для волонтеров на TEDx London. Как я уже говорил, меня взяли в группу креативщиков, это очень круто, я I'm so excited. Будем смотреть, что там получится, хочу обзавестись классными связями, и это не то, что я хочу кого-то использовать. Вот у нас часто, я в Украине когда жил, у меня еще было то мышление, что я боялся к людям подойти, познакомиться, не потому что, потому что у меня всегда была какая-то такая блок, я сказал, как будто, типа, кому я нужен, что я вообще должен с ними знакомиться, вот, что они обо мне подумают или еще что-то. Здесь, в этом менталитете, с самого детства люди знают, что они друзей, например, или знакомствами, они просто так с неба не падают по щелчку, да? Make friends, это называется строить дружбу. Это не так, что ты со всеми вот в школу ходил 11 лет, и вы друзья на всю жизнь. Здесь такого нет, здесь люди... Об этом, кстати, какая-то блогерша, по-моему, Марина Могилка, я люблю очень. Она рассказывала, например, на примере Америки, что там elementary school, средняя школа и старшая школа — это 3 разных здания. Дети постоянно раз в 3 года меняют свое местоположение, окружение, друзей меняют. Поэтому для них смена общества вообще не имеет особого значения. Поэтому американцы все такие открыты к общению постоянно. Не потому, что они хотят найти друзей, а потому что это в их менталитете, что они хотят со всеми знакомиться, что они, не важно кто ты, не важно какой ты, просто быть знакомым — это же круто. Обычно такие видео с деревьев снимают девушки, но... А как будто парни не любят цветы, да? Парни тоже любят запахи красивые. Что нужно сделать? Работаю вот так, и все, вообще кайф. Я в районе Шодыч. И это такой самый главный хипстерский район в East London. И здесь самая, наверное, большая концентрация всяких клубов, кафе. Да, так называю стильных ребят. Какие-то граффити со всех сторон. Сейчас, кстати, буду проходить граффити Бэнкси. Покажу вам. Я здесь уже был, но я иду в галерею просто на одну крутую выставку сегодня.
центре Лондона, в таком действительно продвинутом арт-культурном, хипстерском, или как хотите его называйте, районе, есть такая галерея, в которой на протяжении 3 месяцев была выставка Post-Soviet Visions фотографов стран постсоветского пространства. И большая часть была, конечно, украинских фотографов, что меня порадовало. Ходил, смотрел фотографии Киева. Блин, у меня улыбка не сходила с лица, потому что все знакомые места. Мозаика сейчас в тренде, украинская, постсоветская. Там даже эти книги были. Клево, ребята, что наши ребята в Украине продвигают нашу культуру прямо в Лондон. А сейчас у меня встреча для волонтеров, закрытая TEDx London. У нас будет закрытый показ конференции в Ванкувере. Трансляция, которой еще вообще нету в онлайн, на ютубе нигде нет еще. И для нас такой закрытый ивентик делают, я на него уже жутко опаздываю, но нужно бежать. Здесь сегодня плюс 30 по Цельсию. Правильно, в Лондоне плюс 30 по Цельсию. Это ужасно. Точнее, это круто, все же этого так долго ждали. Но так резко. Бац, и 30. Конечно же, Лондон очень загрязненный, наверное, город все-таки по воздуху, хотя этого не видно. Улицы чистые чаще всего. Ну, если сравнивать с другими большими городами, где я был. То есть, если сравнить Лондон с Парижем и с Нью-Йорком, то Лондон самый чистый. Но, конечно, многие любят Париж больше за его архитектуру, за его фотогеничные улицы и дома. Лондон тоже очень классный. Но мне здесь люди больше нравятся, хотя я сильно не общался с людьми в Париже. Но и кого я обслуживаю, французов, они очень милые в основном. Но мне в Лондоне очень нравится. Это прям вот такой вот баланс какой-то между большим городом и хорошим отношением к тебе, хорошей атмосферой, не сильно напряженной. Хотя темп у жизни здесь очень быстрый. И к нему долго привыкаешь, морально. Физически тебе нету времени долго привыкать, ты сразу должен войти. Но тяжело сначала морально, потому что нужно все-таки какое-то расписание держать, жизнь, schedule, да? Вот так вот, ребята. А сегодня мне, как benefit, работникам бесплатно в торговом центре, где я работаю, в кафе, предложили сделать скраб на лицо. Поэтому, да, я получил свой скраб. Treatment. Что-то там помазали мне лицо. Не знаю, наверное, не видно, потому что первый раз это сделали. Едем учиться. Много, долго и напряжно. Потому что скоро выходные, нужно отдыхать на выходных, а не учиться. Конечно, если жизнь позволяет.